Привет! Судя по обратной связи, видео о французских планках вам зашло. Я этому очень рад и решил продолжить эту тему. С тех пор, как я ее собрал, у меня появилось еще несколько полок для этой системы. Сегодня расскажу о полке для изоленты. Посмотрел эту идею на Pinterest и решил воплотить. Благо для этой полки нужно совсем немного материала. Как-то нашел обрезок облицовочного уголка в каком-то магазине. Для этой полки мне понадобится два отрезка по 20 см. Можно и длиннее, при желании. Еще нужно два отрезка фанеры 10 на 30 см и пара рейк. Делаю разметку и отрезаю циркуляркой два отрезка из фанеры. При работе с фанерой обязательно пользуйтесь респиратором. У меня от пыли, когда я работаю с фанерой, бывают жуткие головные боли. Может и на неделю затянуться, так что берегите свое здоровье. Размечаю рейку и своим лобзиковым станком отрезаю две заготовки. Замеряю ответную часть французской планки. Я ими запасся, когда собирал систему. И также распиливаю на станке. Теперь шлифую все детали шлифмашинкой с крупным абразивом. Даже после того, как после шлифовки пропылесосил верстак, не тороплюсь снимать респиратор. В воздухе может быть полно пыли. Хоть у меня и есть самодельный воздушный фильтр, но его мощности, думаю, недостаточно. Я как-нибудь расскажу о фильтре, и вы мне дадите советы по его усовершенствованию. Теперь начинаю собирать полку. Крепить все буду на саморезы, и чтобы было удобнее и точнее, затягиваю все струбцинами.
Так как уголки толщиной всего 4 мм и саморезами их не закрепишь, поэтому я и приготовил 2 рейки. Их толщина 10 мм и вполне можно закрепить саморезами. Эти рейки нужно крепить под углом 45 градусов. Для точности обхожусь угольником. Делаю разметку, керню, засверливаю и зинкую. Угольники креплю уже к рейкам на самые маленькие саморезы. Нагрузка на них будет незначительная. Но перед этим засверливаю, так как уголки сухие и тонкие. Так что, чтобы дало трещину, достаточно закрутить самый небольшой саморез. Засверливаю под ответную планку и креплю обычными черными саморезами. Готово. Я же говорил, что она простая, но очень удобная, и скотч с изолентой аккуратно на своих местах и всегда под рукой. Еще я так сделал полку для стандартных бумажных полотенец, набора отверток, надфилей и стамесок. Надеюсь, что был вам полезен. Лучшая благодарность для меня – это подписка на мой канал. Всем пока!